Всем доброго времени суток. Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Заранее извиняюсь за посторонние звуки. Сезон. Проживаю в туристическом городе. Окна все закрыты, телевизор не работает, ничего не работает. В доме полная тишина. Кричат, музыка орет, это туристы. Так, сегодня посмотрим на такую тему, как крик его души. По просьбе одной из моих подписчиц. Сегодня посмотрим на такую тему. Также для личных раскладов обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Как можно будет со мной связаться, оставлю все свои контакты в описании к этому видео и либо в первом комментарии под этим видео. Также, кто хочет оказать помощь в развитии канала, а также отблагодарить меня, пожалуйста, я оставлю ссылочку на свой донат. Также всех благодарю тех людей, которые поддерживают меня. Я хотела написать имя человека, но человек аноним. Не оставил своих координат. Я вас благодарю. Итак, давайте поехали. Представьте своего мужчину. Сейчас будем его искать. Так, какой первый король выйдет, таким он и будет. Кто этот ваш мужчина, интересно? Ага, ну здесь сразу могу сказать. Скорее всего, здесь мужчина, который причинил вам какую-то боль. Мог плохо отнестись, мог предать, обмануть, делал, что хотел. Короче, очень эгоистичный мужчина здесь. Ладно, где он? Кто он вообще здесь? Будем искать этого короля. Вот он вышел. Король Пентакли. Кстати, у вас с ним отношения закончились из-за какой-то женщины. Так, у нас пришел здесь мужчина такой, который любит очень денежки. Да, мужчина тот контролер, мужчина любит власть. Я вам скажу, он любит держать все в своих, хотела сказать, ягодицах, рукавицах, в ежовых рукавицах. Такой вот мужчинка. Мужчинка любит стабильность, но при этом я вам скажу, если, предположим, мужчина женат, а он здесь либо состоял в браке, либо он на самом деле, либо на данный момент состоит в браке, мужчина здесь более такой практичный. И я вам скажу, здесь очень мужчина корыстный. Конечно, просто так он не будет вкладываться. Так, какой-то еще мужчинка. Ага. Так, с какой-то женщиной на данный период времени, с вами или с кем, не знаю. Если мужчина женат, то у него на данный период времени может быть развод. Либо был развод, с женщиной он мог развестись, либо накануне развода, либо он мог даже, предположим, быть женатым, но поступить, если вы были с ним как в роли любовницы, то он, соответственно, мог вас, мягко сказать, так отшить, что мало не показалось. Здесь у мужчины своя правда. Еще могу сказать, что такой мужчина может находиться под влиянием, под женским влиянием. Но здесь однозначно от него женщина какая-то отвернулась. Женщина, как здесь между ними, скорее всего, произошла либо ссора, скандал какой-то, но здесь все уже, скорее всего, здесь что он, что она получили как по заслугам. Если она была права, соответственно, он получил то, что хотел, да, по шапке. Либо он мог ее обмануть, соответственно, здесь разошлись люди. Однозначно между ними сейчас, на сегодня, у них есть расстояние. Так, какой-то еще мужчинка. Так, скажу опять одно. Либо вы, либо в его окружении есть женщина, которая строит его, либо строила. Женщина, которая сейчас уже к нему, понимаете как, она видит его насквозь. Характер у этого мужчины, скорее всего, он из себя строит такого святого, да, очень, вот я со стороны, например, его увижу, скажу, ё-моё, и ответственный, да, и вроде как, понимаете, вот этот король Пентакли, он из себя хочет представлять очень надежного человека. Со стороны он таким выглядит, это не это факт, да. Но будучи, когда с ним вступает в отношения, мужчина здесь идет инфантильно. Он как придурок относится к этим отношениям, убегает от ответственности, очень легко относится. И я вам могу одно сказать, какая-то женщина его выпнула из жизни. Может быть, любовница прервала с ним отношения, либо супруга послала. Кто-то его отшил. Может быть, вы его отшили, не знаю. Здесь вам видно? Кто-то его послал. Почему? Потому что он придурок. Так, подождите, давайте посмотрим. Так, а за что женщина на него злится так? Женщина, почему злится? Потому что она обещала здесь много чего.
Она не получила. Скорее всего, здесь женщина в него много вкладывалась, а он только болтал и свалил. Либо женщина могла здесь уехать, но я предполагаю, что он мог куда-то свалить. Вот такой у нас персонаж какой-то еще. Что-то с этой женщиной. Здесь был... Ага. Здесь, скорее всего, женщина вышла из любовного треугольника. Мужчина здесь состоял однозначно. И я вам скажу, здесь мужчинка вообще такой. Он пожизненно двойственный мужчина. Он вечно вот делает неправильный выбор. Вот здесь делает выбор, да, вот чувствует себя королем. Ну, как сказать, да. А потом вот сделал выбор, пусть он даже неправильный будет, да, но все равно. Вот он именно от этой женщины, либо, может быть, эта женщина одна, такое тоже не исключаю. А может быть, его на данный период времени 2 женщины покинули, такое тоже не исключаю, да. Мужчинка сделал какой-то выбор, и он думал, что он прав. И сегодня от какой-то женщины он сторонится, боится эту женщину. Так, что-то еще этой женщине сделал. Он ее кинул. Он ее кинул в пользу другой женщины. Если даже он ее не кинул, да. Но я предполагаю, что он здесь мог отказаться от этой женщины. Почему она на него злится, да. У него есть другая здесь женщина, которой он... Либо когда вы были вместе, да, вы узнали о том, что у него есть любовница, он с ней встречался, да, у вас произошел конфликт, после вы его выпнули из своей жизни. Этот мужчина благополучно здесь выбрал, для многих прозвучит, может быть, это ваш супруг. Почему? Потому что здесь вот есть карта, да, жреца, это говорит о том, что у вас все равно здесь были какие-то серьезные отношения, да. Но он, конечно, убегал из этого, ответственность, но сам факт. Здесь мужчина придурочный, да, немного. Он в себя поверил. И здесь однозначно был уход к женщине. Женщина здесь была тайная. А здесь такой вот мужчинка. Вот она его заманила, понимаете? Может быть, она его в тот период времени, она могла его поддержать. Она, кстати, могла на него и магию сделать. Все, что хотите. Здесь мужчинка даже и не думал, он ушел к этой женщине. Может быть, эта женщина любовница. Может быть, она его супруга. Бог его знает. Какой-то он женщине здесь ушел. Так, ладно, что ты еще скажешь? Ну да, он повлиял на судьбу. Здесь произошли кардинальные изменения в жизни. Он сам, причем, но у этого мужчины, я вам скажу, он здесь не думает головой, он думает огурчиком. Огурчик ему посоветовал одну женщину здесь кинуть, отстраниться. Он изменил судьбу. Здесь вот судьба вмешалась, но он сам повлиял, да, причем резкое было, резкие изменения. И он тем самым думал, то, что он получит однозначно успех. Но в оконцовке, как видим, он здесь остался одинок. Вот так вот. Здесь такой вот одинокий странник. Ну, давайте будем смотреть, что же ваш принц. Крик его души. Что же ваш этот благоверный? Ну, давай. Кому обращаться будешь? Крик его души. О чем твоя душа, милый мой? О чем она тебе щебечет? О чем? Что твоя душа хочет? Душа хочет легкости, однозначно. Его душа однозначно устала уже убегать, прятаться, страхи. У него есть какие-то здесь, да, с кем-то он здесь хочет помириться. Если у кого-то есть дети, с кем он мог не общаться здесь, да. Он вообще хочет, чтобы его как будто оставили в покое. Вот душа вот хочет, вы знаете, как перезагрузиться. Но у него много страхов здесь есть. У него, кстати, душа может быть такой творческой, да. И еще могу сказать, добавить то, что у него душа вот, ну, ребенка. И здесь мужчина, кстати, он закомплексованный. У него самооценкой проблемы здесь. Так, что ты еще хочешь сказать, передать твоя душа? Что хочет передать твоя душа? Ну что, во-первых, мужчина хочет, денег хочет. Так, вам видно? Денег, радости хочет. Вот его душа. Он хочет, чтобы быть, кстати, он хочет построить семью. Если он в семье, не знаю, но он хочет, чтобы, понимаете, как еще радость, помимо этого, он хочет кайфовать от этой жизни, вот душа его, да, а это именно конкретно, если у него присутствует там много женщин, да, мужчина здесь ходок, однозначно, вот душа требует, и чтобы и семья была, и помимо этого и пьянки-гулянки, и чтобы его оставили в покое. Давай, дорогой мой, крик твоей души, ну, той женщине, которая на сегодня смотрит этот расклад, что ты ей хочешь передать? Что твоя душа хочет передать этой женщине, которая смотрит? Ох, ёперный бабай, мама мия. Он вас здесь осуждает. Кстати, у кого-то из вас появился здесь мужчина.
очень сильно осуждает, злой на вас, ё-моё. Помимо этого, он однозначно, он принял какое-то здесь решение, здесь причем твердое. Ему не нравится то, что почему-то здесь фигурирует какой-то еще мужчина. Понимаете? Может, на сегодня он думает, даже если у вас нет мужчин, он думает, то, что у вас кто-то появился. Для кого-то, я вам скажу, его душа, у него своя справедливость здесь. Он, конечно, здесь свои выгоды преследует. Почему здесь? Потому что мужчинка здесь, знаете как, не подарок. Помимо этого, он хочет вам доказать, что он единственный тот мужик, которого нужно слушаться. Скажу честно, характер здесь противный. Противный, но не дотягивает до мужика настоящего. Что ты еще хочешь передать этой женщине, которая смотрит? Ну, давай. Он вас не потянул. Сейчас вы... Ну, что его душа вам передает? Что вы, скорее всего, с ним не общаетесь. Женщина здесь закрылась. Расстояние между вами, да, что вы сейчас для него как звезда. И он сам тоже ушел в работу, что вы здесь, наверное, скорее всего, здесь каждый проживает свою жизнь уже. Между вами нет общения, какой-то тупик настал. Причем здесь, скорее всего, я предполагаю, что женщина здесь как-то больше негативно настроена, нежели он. Но все равно скажу, конечно, он о вас мечтает, здесь такое есть. Вы все равно его звездочка, но помимо этого еще добавлю, что между вами есть холод. Ну-ка, душа, скажи, пожалуйста, какие у тебя чувства к этой женщине? Знаете, как скажу вам, он, конечно, конченый, но мудила здесь, одним словом. Если у вас есть деньги, да, если у вас есть деньги, то он бы хотел бы, конечно, обладать ими. Имейте в виду, он власти хочет над вами. Мужчина хочет полностью вами овладеть, чтобы вы к нему привязались. Я так понимаю, раньше вы были от него созависимы. И он хочет это вернуть. Почему? Потому что здесь мужчина за счет вас самоутверждался, однозначно. Помимо этого, он хочет все равно вас, вы знаете, как собаку на привязи, привязать, и чтобы вы постоянно вот только зависели от него и делали все для него. Вот здесь, к сожалению, такой персонаж, да. Но он видит то, что на данный период времени вы от него закрыты. Здесь вы его не подпускаете, и тем самым он сам на данный период времени вас нуждается. Но я вам скажу, здесь у мужчины душа, конечно, темная. Здесь в его душе, вот знаете как, вот я вам скажу, здесь такой мужчинка, он проедется, он продаст весь мир. Для него нет ничего святого, вот честно, он в первую очередь любит себя, здесь мужчина, понимаете как, хорошо, вот чувства к вам, да, какие, да, привязан он к вам, но, понимаете, это правильно, привязанность здесь какая, но он хочет, чтобы вы от него больше зависели. Понимаете? И, во-первых, он еще хочет победить это состояние, вот, чтобы привязка ушла от вас. Вот это тоже здесь есть. Но здесь однозначно его настолько сильно к вам тянет, вы даже и не представляете. Хотя вы можете на данный период времени не общаться. И он выпендривается здесь. Проявляет холод, не интересуется вами вообще. А на самом-то деле он скрывает то, что он по вам тащится. Писается кипятком здесь. Да, какие у тебя еще чувства, душа? Признавайся к этой женщине, которая смотрит этот расклад. Но я вам скажу, конечно, не хватает однозначно вас. Помимо этого, конечно, душа никак не может исцелиться. Помимо этого, он понимает то, что между вами здесь много, знаете, как много неясностей. Еще помимо этого могу сказать то, что, опять повторяюсь, на мужчине может быть здесь магия сделана именно на ваши отношения. Сделала здесь конкретно женщина, здесь такое, может быть, претендовала, да? И он может тем самым признавать вас, что он сейчас на данный период времени под влиянием другой женщины. Такое тоже и есть. А вот чувство еще помимо, знаете, как вот скажу, вы сексуально его устраиваете, да. Он правда испытывает, есть у него к вам чувства. Но есть один нюансик. Скорее всего, я предполагаю, что вы намного сильнее этого мужчины. И ему от этого очень страшно. Понимаете? Не знаю, вот может ваша уверенность, вот вы, здесь женщина тоже непростая. Может, он боится, вот, не знаю, то, что вы пошлете вы его, вы с ним не сюсюкаетесь, наверное. Может быть, раньше сюсюкались, а сейчас уже, так как, может быть, это вы его выгнали из дома, там, из своей жизни, да? Что на данный период времени он видит вас совсем
Вот вы были раньше одна, а сейчас совсем другой человек. Подожди, а какая эта женщина на данный период времени в твоих глазах? Ну-ка, признайся, душа. О, надо же, надо же. Ё-моё, вы прям женщина, так, которая, ну не придурок ли? Вот вы в глазах та женщина, та единственная, кстати, у кого-то, может быть, есть дети, от него не буду привязываться, жена, супруга, любовница, без разницы. Может быть, вы женщина просто с детьми, не его дети. Но однозначно могу сказать, он вас видит в качестве своей мамки, и та женщина для него главная, с кем он может расти. Он, видите как, смотрите, статусом вы выше, нежели он. И он вас видит в качестве своего шанса. Понимаете как? Скорее всего, он не исключает того, либо у вас есть деньги, либо вы его бывшая супруга, либо любовница, та, у которой есть денежки здесь, и он бы не прочь здесь. Посмотрите, видите, как с вами выходят сплошные деньги, шанс, ты что такую женщину потерять? Понимаете? Да, ну-ка, душа, вот именно крик твоей души в отношении этой императрицы. Ну-ка, признавайся, душа, что ты, в чем ты хочешь признаться? О, вылетела, видели, да? Этой женщине, в чем признаться? Ага, здесь мужчинка эту женщину, может, неоднократно предавал. Короче, он с вами поступил здесь очень некрасиво. Он хотел тем самым преподнести вам, понимаете, как урок. Убегал от ответственности. Может быть, какие у вас там отношения, да? Любовники, супруги, просто встречались, но он поступил как последняя тварь. И я вам скажу, и он на тот период времени, он думал, что он поступил правильно. И он защищался, он мог вас опускать, оскорблять, разносить слухи. Здесь последняя свинья. Извините, говорю как есть. И не буду я, как другие тарологи, там говорить о том, не обижайтесь на мужчин. Но если он тварь, как по-другому его назвать? Скажите, пожалуйста. Но жизнь, в чем он признается, да? Вот я вам скажу, что когда-то он думал, понимаете, что вот этим паршивым поступком, да, я вас умоляю, на тот период времени он о вас не думал, поверьте мне. Но время показало, да, что на данный период времени этот мужчина может получать такие уроки, проходить, и эта ситуация его может злить. Почему? Потому что последствия. И все из-за этой женщины. Женщина так, которая, может, она стояла с детьми, понимаете? Может, кинул ее. Такое тоже не исключаю. Но на данный период времени, о чем он кричит его душа, то, что, конечно, здесь мужчина... У него своя правда. Еще могу добавить, да, что здесь он считает, все равно он не признает свою вину. Да? Здесь мужчина такой. Что ты, в чем ты еще хочешь признаться этой женщине? Ну, здесь мужчина ушел по какой-то страсти. Страсть какая-то была. И еще могу добавить, на него повлияла какая-то здесь женщина. Может быть, мать, может быть, жена, может, любовница. Кто-то на него повлиял. Причем активно влияли. Повлияли все. Может быть, даже кто еще повлиял на твой уход и на то, что... Ну, я вам скажу, здесь третьи лица здесь конкретно повлияли на то, чтобы он вот к этой женщине, не знаю, кто вы, но по отношению к императрице он поступил как последняя тварь, скотина, не знаю, мразь, ну, называя вещи своими именами. И в этой ситуации помогали ему третьи лица. Это кто? Родственники, друзья, понимаете, покрывали все, тем самым он этой женщине разбил сердце. Но... еще могу сказать, что женщина здесь не получила то, что в него вкладывала, получила здесь взамен предательства. Кстати, еще могу что добавить. Женщина здесь, если, предположим, вы его супруга, здесь мужчинка убегал от ответственности, от детей, и тем самым, знаете, как еще вам по сердцу вот нож ставил, и прям на живую, да, вот скальпелем, вот на тебе. Но здесь... в помощи отказал. Ну, здесь целый кавардак. Ну и что ты еще? Давай, признавайся, пока мы добрые. Что ты еще хочешь сказать этой императрице? Говори. Ну все. Здесь повлияла женщина. Женщина внесла такую лепту в ваши отношения, что ваши отношения умерли здесь. Кстати, женщина-то, еще раз повторяюсь, здесь не исключено того, что женщина, она, может, на него что-то делала. Такое тоже не исключаю. Либо... просто женщина его, может, просто, знаете как, ну, поддержала. Ну, вот это, знаете, вот, но только с плохим подходом к нему. Она на него так повлияла сильно, она его изменила. И это отразилось на ваших отношениях. Он по отношению к вам, он стал полным эгоистом. Понимаете как? Вот повлияла вот эта женщина, что ваши отношения все, пепел, мосты сожжены.
Она его, конечно, изменила. Он превратился в такую тварь. Ну, и что ты еще хочешь сказать? Ну, скажи, душа, как ты на сегодня поживаешь? Ну, душа мучается. Ну, на данный период времени, кстати, у этого мужчины он сегодня может получать бумеранги конкретные, да, проходить уроки конкретные, да, уже все, высшие силы услышали его. Вот кармический долг на данный период времени отрабатывает. Мучается его душа однозначно из-за своей двойственности. Почему? Он постоянно, он же хитрый здесь, хитрожопый. И вот пришло вот время, как вот отрабатывать вот за это. Сейчас у него мучения идут, душа мучается. Что ты еще хочешь сказать, душа? Но энергии нет у него. Он бы хотел бы, знаете, как начать общаться с женщиной. Женщина та, которая к себе не подпускает. Женщина однозначно могла его любить на тот период времени. Он бы очень хотел бы с ней общаться. Почему? Потому что не хватает энергии этой женщины. Вот это есть такое, да? Но и еще могу сказать, но только на его условиях. Здесь он отступать не будет. Он хочет, чтобы вернулась вот эта женщина. Эта женщина может быть любовница. Эта женщина может быть настоящая супруга, бывшая супруга. Та женщина, которая его любила. Он хочет от этой женщины только секса, эмоций, если есть деньги. Он полностью ресурсы. Понимаете как? Так, и что ты еще хочешь от этой женщины? Так, женщина. Скорее всего, может быть, это супруга. Вот я вам скажу, вот с этой женщиной он бы хотел бы вот создать какой-то, может, это проект, вот куда-то пойти в совместное будущее. Но женщина здесь, либо, если вы, предположим, бывшая супруга, то он бы хотел бы, предположим, ну вот с вами опять бы встретиться, общаться. Но я вам скажу, он не изменился, здесь он вышел только паш. Ой, принц, здесь, знаете как, чисто приехал, извините, говорю, как есть, и уехал. Но помимо этого он, конечно, строит планы в отношении этой женщины. Либо вы, может, вы любовница, да, у вас есть деньги, либо жена, бывшая с денежками. Он, извините, я же вам до этого сказала, что он вас конкретно рассматривает как денежный и вообще шанс для себя хороший. Мужчина, помним то, что здесь мужчина очень практичный. Здесь не такой вот там дурачок, да, нет, здесь мужчина продуманный, альфонсик такой вот. Здесь мужчинка молодец. Что ты еще конкретно от этой женщины хочешь? Так, во-первых, он хочет вами полностью овладеть. Если мужчина женат, он хочет видеть вас в роли любовницы, чтобы здесь оставаться, да. Помимо этого, вами манипулировать, чтобы быть тем, кому вы заглядываете в рот. Может быть, у вас совместный бизнес, да, такой тоже не исключаю. Здесь мужчина может конкретно претендовать на ваш бизнес. Если вы бывшие супруги, да, он конкретно хочет, чтобы вы оставались в его жизни, но помимо этого еще кто-то есть. Но я вам скажу, здесь еще тот, кстати, он поливает еще грязью вас, либо поливал, да, но здесь однозначно мужчина не принимает вашу правду. Здесь мужчина все равно, знаете как, здесь лжец, такого еще поискать. Он в любой ситуации вывернется, знаете, как он как уж на сковородке. Но пришло время, конечно, душа мучается на сегодня. Ладно, конкретно душа, вот что ты еще хочешь своей императрице сегодня передать? Может, скучаешь ли ты по этой императрице? Конечно, душа очень скучает. Кстати, еще раз подтверждает, что, знаете, что когда у вас с ним отношения закончились, а здесь показано то, что здесь не для тех, кто здесь общается, да, здесь для отношения с тем, у кого все, отношения закончились. Он без вас чувствует себя очень пустым. Помимо этого, это могло отразиться и на здоровье, и на деньгах, на всех ресурсах. Он после вас закрылся. Даже если у него есть общение, там женщины, да, мы это видим, но он к себе уже никого не подпускает. Он очень холоден, отстраненный. Без вас ему все-таки плохо. Почему? Потому что он все-таки считает, что вы именно та женщина, которая ему нужны. Но на сегодняшний день эта женщина, вот эта именно женщина, она не дает ресурсов. Понимаете? При этом человек уже, себя чувствует калекой. Ну, как ты хотел, да, то, что посмотреть. Однозначно здесь, естественно, скучает. Вы для него конкретная потеря. Потерял он вас. Ему без вас однозначно здесь плохо. Страдает его душа без вас. Не хватает ему вашей энергии, вашей теплоты, вашей опеки, любви вашей. Он без вас нищий. Хорошо, если ты так страдаешь по этой женщине, почему не признаешься? Почему не придешь и не попросишь прощения за все, что ты сделал? Ну, почему не придешь и не попросишь прощения? Здесь возможно такое, то что мужчинка здесь думает, что здесь произошел окончательный разрыв. Мужчинка переехал, кстати, но здесь
Позовете, он примчится. Но и еще могу добавить, да, почему он не может признать. Но он же вечный победитель. Он же решает здесь, понимаете? Он, наверное, знаете, не хочет показаться в ваших глазах вот как размазня. Может, это он ждет, когда вы к нему проявитесь, да? Но он для себя вот какое-то у него открытие произошло. Ну, какое у тебя открытие, что ты понял? Ну, иллюзии его не... его, ну, все, что... Я еще и думаю, то, что, скорее всего, почему он к вам не может, да, проявиться. Здесь мужчина такой фантазер. Он мог, наверное, знаете, как подумать. Вот хорошо, вы его выпнули, либо он сам ушел, да, и вы придете его здесь завоевывать. Но, посмотрите, но у него же иллюзии, но он же пошел за своими иллюзиями, ну и сам себя дурачок обыграл. Ну, придурок. Не получилось так. Ну и еще могу сказать, что почему он не может сам вот проявиться и не попросить прощения. Понимаете, прийти-то придет, он хочет прийти. Для него это, знаете, здесь мальчик еще у нас гордый, здесь гордыня, не забывайте, да. Но он почему-то думает, что тем самым вы его можете вообще его здесь размазать. Причем он понимает, что когда-то сделал вам больно, да, подложил такую свинью. А сейчас-то он сам свинья. Но он понимает то, что сейчас-то у вас-то выигрышная ситуация. Победитель вы, а он-то жертва. Он сам себя, придурок, обыграл. И он знает то, что если он к вам придет, он сам будет жертвой, понимаете, своих же игр. И тем самым, может быть, то, что вы его отошьете, тем самым вы его окончательно прибьете. Но еще почему-то не проявляешься к этой женщине. Ну, еще раз повторяю, что здесь я вам скажу, не получится вернуться. Здесь женщина уже отвернулась от него, и он прекрасно понимает, что вы уже очень сильно изменились. Вы уже не та. И он боится вас, понимаете, как? Он знает то, что вы пошлете, вы ему поставите здесь. Здесь на месте его размажете, понимаете как? Душа страдает по вам. Крик его души в чем? То, что, ну, ошибся мальчик, понимаете? Если там, предположим, он выбрал другую женщину, да, вас мог оставить. Ну все, здесь уже с вами уже все. Вы для себя уже поняли, здесь точка уже, все. И он прекрасно понимает, что здесь по-старому уже, ну, не будет. Не будет. Здесь вы пошлете его. Но не смотрите, даже посмотрите, вы смотрите в противоположную сторону. Ну, он как шлялся, так и будет шляться. А вы-то знаете, что он такой. И видите, он изменений хочет, чтобы вы изменились, опять вернулись в ту прежнюю. А вы здесь сопротивляетесь, говорите, ты что, больной, что ли? У тебя с головой проблемы. У тебя не получится больше со мной так поступать. Видите как? Но я вам одно могу сказать. На данный период времени он может, кстати, для кого-то... Вообще ты, ну-ка, давайте просто посмотрим. А в ближайшее время ты проявишься к этой женщине интересно? Кстати, если вы семья, то придет с ну как, с любовным багажом. Если вы любовница, то, соответственно, ждите пацана. Ждите, здесь, может, сообщение, что-то будет, здесь от него, может, какой-то подарок. Понимаете как? Но скажу одно, здесь... Однозначно будет треугольник. Здесь мужчина даже может, кстати, вам сказать о том, если он женат, то я могу уйти от супруги к тебе. Здесь, ну, я вам скажу, здесь такой продуманный тип. У кого-то, кстати, можете денег попросить, тоже такое есть. Придешь ты в ближайшее время? А для кого-то, знаете, что вот 50 на 50. Кому-то проявится, а кому-то нет. Для кого-то будет так же, как болото, тишина. Но он здесь вообще, знаете, здесь трусливый. Даже мужиком назвать его не могу. Ну, здесь кто? Первоклашка, наверное. Вот он будет, знаете, как ностальгировать по прошлому, да? Вот болото у вас, что, растянулось, и все, давно уже здесь, скорее всего, здесь люди не общаются. Как минимум здесь точно есть, 4 месяца точно есть. Как минимум общения здесь нет. А для кого, знаете, кто с ним переписывается, ждите его. Объявится. Ну, сразу говорю, здесь еще тот типок. А для кого, с кем вы, если вы с ним не общаетесь, будет также продолжаться, будет ностальгировать по прошлому, что было так хорошо, вот я это, вот я ее сам такой сделал, ла-ла-ла-ла-ла. Но поверьте мне, вы уже женщина та, которая уже не нуждается в нем. Вас сложно обмануть. Тем более, посмотрите, вы императрица, королева мечей. Я думаю, вообще прекрасно. Женщина самодостаточная. У этой женщины все есть. Понимаете? Ну зачем ей такой мусор? А он мусор, он просто типичный альфонс здесь, который любит поживиться на чужое. Он зарится на чужое, понимаете? Он из себя может даже... он может хорошо выглядеть, но в кармане 2 рубля.
а вас раздеть, разуть, понимаете? На вас долги навешать. И потом еще будете вы виноваты, а у этого мужчины виноваты все. Он всех здесь обвиняет, он самый святой. Ну почему? Потому что Альфонс здесь. У него здесь своя игра. Ну и что толку? Он сам от этой игры ну, разочаровывается. Ну, разозлил вас уже до такого состояния, что вы видите как, что женщина здесь уже поняла, ценность свою-то обрела. Вот видите, когда вы перестали в нем нуждаться, он, видите ли, вас разглядел ценность. Ну, думайте сами, что делать с ним. Ну, крик его души о чем? Что все равно, независимо от того, да, есть ли у него кто-то там или нет, он все равно жалеет о том, что лишился вас все-таки у него к вам тяга все равно осталась. И он хочет, чтобы, как прежде, вот вы от него зависели, да, вот такие вот созависимые были отношения. И здесь, я вам скажу, и здесь и моральное насилие было, и, может быть, и физическое здесь, потому что он больной здесь. Здесь мужчина ненормальный. Здесь не тот, которому вот что-то даешь, да, и взамен получаешь. Здесь нет, здесь только потребитель. Вот такой у нас сегодня был расклад. Мне его нисколько не жаль. Так что, а вам какой совет? Давайте посмотрим совет для вас. Какой дадут вам совет карты по поводу этого мужчины. Ну, живите для себя. Для себя живите. У вас все есть. Все ресурсы есть. Вам нужно весь акцент сделать на себе. Вы и так самодостаточная. Даже если у вас с деньгами проблем нет, вы та женщина, которая самостоятельная. Вы всего можете добиться в одиночку. Посмотрите, вы ни в ком не нуждаетесь. Поэтому все-таки здесь женщина сама решает. И поверьте мне, только от вас зависит. От него здесь ничего не зависит, только все от вас зависит. Я же говорю, он придурок, он просто сам себя переиграл, сам себя же и подставил. Мне смешно смотреть на такое. Ну вот такой был у нас сегодня расклад, крик его души, крик души неудачника, я бы так сказала бы. Он здесь вышел неудачник, вот такой вот. Не забываем то, что это был у нас общий расклад. Жду вас на личные расклады. И, как всегда, я вам скажу, до скорой встречи. Благодарю вас за обратную связь. Буду читать ваши комментарии. Я очень рада, что мои расклады с вами резонируют. И, как всегда, я вам скажу, до скорой встречи.